Что ж, скорее всего, у многих в папке загрузок собиралась куча разных инсталляторов, архивов и прочих файлов. И вот наступает момент, когда из этой кучи экскрементов нужно найти какой-то файл. That is one big pile of shit. В этом видео мы с вами вместе напишем скрипт на Python, который будет сортировать файлы по их расширению. Так, что тут у меня вообще есть? Кошечка. Собачка. Курсач. Так, а это что? Не открывать? Интересно. Ладно, шуточки в сторону. Приступаем к работе. Для начала импортируем стандартный модуль OS для работы с операционной системой. С помощью этого модуля мы будем создавать папки и перемещать файлы. Создадим переменную для пути папки или диска, в которой мы будем сортировать файлы. В моих любимых окошечках путь к файлу записывается через бэкслэш, который в Python является специальным символом экранирования. Поэтому мы либо пишем два бэкслэша, либо добавляем перед строкой букву R, тем самым подавляя экранирование. В Unix-системах путь записывается через простой слэш. С путями разобрались, теперь как создать папку. А мамку как создать? Ну все, перестаньте. Вызываем метод os_mkdir и передаем в него путь будущей папки. Окей, но нам нужно много папок. Напишем функцию, которая создает папки из списка. Для каждой папки в списке названий мы проверяем с помощью метода os_path_exist, существует ли она уже. Если не существует, то создаем. Создадим словарь, ключи которого будут нашими папками. В значениях хранятся списки расширений файлов для каждой отдельной папки. Конечно, это далеко не все форматы файлов, но я думаю, должно хватать с головой. Давайте передадим словарь в функцию и посмотрим. Все работает. PyCharm что-то ругается. Понятно, я поставил typehint список, а передал словарь. Добавим комментарий перед функцией. Теперь сделаем функции для получения всех путей подпапок. В генераторе списка запишем, что нам нужен путь объекта из метода os_scandir, если этот объект является каталогом. PyCharm ругается, но все работает. Ну и нормально, поехали дальше. Можно создать функцию для получения списков всех имен подпапок. Она нам не пригодится, но все же как сниппет для дальнейших проектов может быть полезна. Получаем пути подпапок, а затем создаем генератор списка, в котором достаем из путей только название. Теперь то же самое сделаем с файлами. В генераторе изменим условия на «если объект не каталог». Ну и название файлов тоже можно уже для полного счастья.
Приступаем к функции сортировки. Получаем список всех путей файлов. Далее нам нужно разобраться с методом items у словаря. Вот такой объект нам возвращает метод. Давайте превратим его в список. А сейчас внимательно. Обращение к списку по индексу возвращает нам пару ключ-значения в виде списка, первый элемент которого это ключ или название папки в нашем проекте, а второй элемент это значение, то есть расширение файлов для этой папки. Теперь создадим цикл для каждого пути файла в списке. Вытащим отдельно расширение и имя файла. Создадим еще один цикл внутри. Для каждого ключа в словаре мы проверяем, есть ли расширение файла в списке расширений. Если есть, то перемещаем. Как это вообще сделать? Да просто переименовать путь, используя метод OS_rename. Первым аргументом передаем изначальный путь файла, а во второй записываем его будущий путь. Основная папка \, название папки или ключ словаря \, название файла. Проверяем. Как видите, все работает, но нам нужно еще удалить пустые папки. Напишем функцию для этого. Получаем пути подпапок. Для каждого пути проверяем, равен ли метод OS_listdir пустому списку. Но PyCharm предлагает нам решение получше. Если не OS_listdir, то есть пустой список считается за логическую переменную ложь, не пустой, соответственно, за истину. Чтобы удалить пустую папку, используем метод OS_rmdir. У меня для каждого видео есть папка, в которой хранятся отдельно футажи, картинки, аудио, проект и MKV файлы для конвертирования в MP4, потому что Premiere Pro не любит MKV файлы. Вот набрал тут кучу для примера. Сортируем. Забыл тут закомментировать функцию удаления, мне нужна пустая папка проекта. Создаю проект в Premiere. Выбираю папку проекта.
Перетаскиваю папки и захватываю МКВ, чтобы показать, что Premiere действительно не любит их. И вуаля, все по папочкам, все легко можно найти, легко ориентироваться по проекту, да и вообще все здорово. Что ж, код лежит на GitHub, берите, настраивайте под себя, пользуйтесь на здоровье. Стоило мне пожаловаться в прошлом видео, что у меня не проставляются тайм-коды, как YouTube спохватился и все сделал. Спасибо за просмотр, надеюсь, вам понравилось видео, до скорых встреч! That is one big pile of shit.